Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас в меню гусь, запеченный в духовке. Для данного рецепта нам понадобится гусь, желательно деревенский, апельсины, яблоки, чернослив, чеснок, аджика обыкновенная. Можете покупать любой фирмы, какая вам нравится. Также нам понадобится немного соевого соуса, черный перец и сладкий чили соус. Приступим, друзья. Для начала подготовим гуся. Удалим внутренний жир. Он снимается легко. В рецепте нам он не нужен, иначе он растопится и все равно весь вытечет. А так его можно будет потом растопить и готовить на нем. Например, картошку пожарить. Очень вкусно. На гусином сале. Видите, сколько у нас здесь жира в деревенском гусе. Смотрим, не остались ли там потроха. Обычно продавцы вкладывают их вовнутрь. Все лишнее мы убрали. Переворачиваем, удаляем так называемую гуску или жировую железу. Она находится поверх хвоста. Выглядит она примерно вот так. Готовому блюду неприятный вкус может придать, поэтому желательно ее убирать. Меняем перчатку после удаления гуски. Уберем гуся в сторонку, жир сюда. Следующее, что нам нужно, это нарезать яблоки. Яблоки нарезаем четвертинками, удаляем сердцевину. Такой же гусь и без яблок. В классическом рецепте яблоки и чернослив в гусе должны присутствовать. А так вариаций много. Можно и кашей его нафаршировать. Яблочки положим отдельно. Теперь нарежем апельсин. Апельсин нарезаем. Я нарезаю их кольцами, потому что мы будем их выкладывать поверх гуся. Так, пока у нас 2 апельсина, 2 яблока. Если будет мало, добавим. Теперь подготовим так называемый маринад. Для маринада нам понадобится чеснок. Чеснок выедаем через давилку. Достаточно будет одной головки. Нашему гусю нужно придать чесночный такой привкус, остриночку. Думаю, вот этого будет достаточно. Как сказала бы моя подруга Галина, это немного, это нормально. Гуся я предварительно замачивал на сутки в рассоле. На литр воды 1 столовая ложка соли. Поэтому я его солить не буду. Возьму только вот черного перца, чайную ложку. Помолю его в ступке. Цельный зерна перца, молотые ступки, дают более острый вкус и аромат. Сильно мелко в муку не молим. Отправляем к чесноку. Также нам понадобится 2 столовые ложки сладкого чили. Сладкий чили соус я использую во многих рецептах. Возьмем немного растительного масла. Буквально 2 ложки. Гусь у нас и так жирный, а масло нам просто нужно для того, чтобы связать наши специи. Размешаем. Добавим сюда еще чайную ложку аджики, чтобы гусь наш был не совсем остренький, а в меру, чтобы он не был слишком пресным, потому что кислинку нам дадут яблоки, сладость тоже яблоки дадут и апельсин. И чуть-чуть, вот буквально 2
ложечки соевого соуса. Я обычный классический соевый соус использую. Не то, что нам надо, чтобы гусь был соленый. Он и так у нас просолился. Просто соевый соус, у него есть свой неповторимый такой вкус. Вот до такой кашеобразной массы все перемешиваем. Жидкости нам не надо. Все, замазку мы подготовили. Берем гуся, переворачиваем. Вовнутрь возьмем 2 ложечки нашего маринада, так подготовленного. Обмажем все внутри тщательно. И нафаршируем его яблоками, черносливом. Плотненько его так заполняем. Добавим туда пару кружочков апельсина. Яблочко я еще одну возьму, что-то маловато. Апельсин тоже нам еще один понадобится. Все, мы гуся нафаршировали. Остатки чернослива сюда добавим. Теперь нам нужно его обмазать сверху. Берем нашу обмазку и наносим сверху на гуся. Все, обмазываем аккуратно с обеих сторон. Ножки, хвостик. Перевернем его. Обмажем с обратной стороны. Работа такая грязная, поэтому я одел перчатки. Все, обмазали. Можно на часок его оставить пока, чтобы он подлежал и промариновался. Потом мы его будем запекать в рукаве. Берем пока его в сторонку. Я все пока приберу, пока он маринуется, и мы с вами продолжим. Дорогие друзья, гусь наш час помариновался, мы за это время прибрались. Сейчас берем противень, выстилаем пергаментную бумагу. Это для того, чтобы, если наш рукав протечет, чтобы противень не пригорел. Отмеряем рукав. Сзади я защипил зубочисткой. Как защиплять зубочисткой, вы можете увидеть на канале. У меня есть видео «Утка в духовке». Главное нам засунуть его в рукав аккуратно, не порвав. Для этого берем его вот так за ножки. И начинаем одевать рукав. Рукав я предварительно завернул, чтобы внешняя сторона не пачкалась, а то она будет потом гореть в духовке и неприятно пахнуть. Гуся мы удачно зарядили. Подтолкнем его еще чуть-чуть. Подвернем шею, чтобы она у нас не потекла. Запекать мы его будем грудкой вниз. Таким образом все соки и от яблок, и от этого будут пропитывать грудку, и грудка у нас не останется сухой. И весь жир, который будет вытекать и образовываться в пакете, в этом жиру будет наша грудка пропитываться. Сейчас аккуратно перевернем, подвернем шею под гуся, возьмем апельсины и уложим их поверх. В процессе запекания они будут выделять сок, и гусь наш будет пропитываться этим соком. Теперь закроем пакет, закрываем, но не совсем плотно затягиваем, чтобы
образовавшиеся пары могли выходить из пакета, и наш пакет не лопнул раньше времени. Возьмем и положим его вот так вот по диагонали, чтобы он у нас поместился в духовке. Теперь гуся отправляем в духовку, нагретую до 190 градусов, запекаться предварительно на 1,5 часа. Потом мы его посмотрим и перевернем грудкой вверх. Дорогие друзья, гусь у нас простоял в духовке 1:40. Сейчас мы его вскроем, пакет, перевернем его грудкой вверх и допекем с другой стороны. Чуть подрумянился. Опа. Готов, готовчик. Обмотаем у него лапки, кончики, чтобы косточки не подгорели, крылышки. Возьмем картошку, я нарезал ее половинками, можно нарезать четвертинками. Возьмем ложку кориандра, пол-ложки чайной черного перца и чайную ложку с горкой соли. Это нам понадобится, чтобы посолить картошку. Перемнем все быстренько. Высыпаем сверху на картофель. Возьмем чуть растительного масла, польем. И все это тщательно перемешаем. Перемешиваем и выкладываем вокруг гуся. Можно прямо под него, чтобы он у нас не катался. Предварительно я постелил фольгу в 3 слоя. У нас будет и гусь, и гарнир. Выливаем оставшееся масло со специями. Теперь сделаем лоток из фольги, чтобы у нас ничего не протекло никуда. Вот такой у нас аккуратный лоточек. А сверху еще польем вот этим маслом, жиром, который вытопился из гуся. Прямо на картофель. Возьмем фольгу на первые полчаса, чтобы у нас гусь раньше картошки не подгорел. Прикроем и отправляем в духовку при температуре 200 градусов. Через полчаса фольгу откроем и сделаем на нашем гусе красивую колерованную корочку. Дорогие друзья, томительные минуты ожидания прошли. Достаем нашего гуся. Полчаса он у нас лежал покрытый фольгой. Через полчаса я фольгу убрал, и еще полчаса он допекался без фольги. Вот такой вот красавчик у нас получился. Сейчас мы его выложим на наше блюдо. Перекладываем нашего красавца. Убираем фольгу. Картофель выкладываем на отдельное блюдо. У нас получилось в итоге 2 полноценных блюда. На гарнир у нас картофель, а основное блюдо у нас красивый гусь. Сытно,
вкусно на любой праздничный стол. Гусь, фаршированный яблоками и апельсинами. Картофель на гарнир, запеченный с гусем. Вот такое несложное блюдо можно приготовить на ваш новогодний стол или на любой праздничный. Давайте его сейчас попробуем. Посмотрим, что у нас получилось. Надрежем и покажем нашим зрителям. Сочный гусек. Но самое вкусное в гусе — это не грудка. Самое вкусное в гусе — это вот эти вот части, тут где есть косточки, поглодать. Грудка — это так уж. Отлично. Мягкий. Картошечку. Картошечка гусиным салом пропиталась. Вообще вкуснейшая. Друзья, 3 часа в духовке. Самое то. Все мягкое, ничего не подгорело. Кожица. Жирочек такой небольшой. Главное в нарезке гуся, чтобы на каждом кусочке было и мясо, и кожица. Вот я вот люблю, чтобы тут кожица вот так вот была. И мяско. Такой смачный. Это вкусно. Это очень вкусно. Но одному мне будет много. Поэтому я буду делиться со своими близкими, родными, с операторами и монтажерами. Апельсинчики. Но меня интересует яблочко. Яблочко. Яблочко — это что-то. А, друзья? Горячее. Но вкусное. Как вот компот в детстве давали. Сухофрукты, как будто такой же вкус. Дорогие друзья, не буду вас томить на этой вкусной ноте. Я хочу пожелать по традиции, у кого сегодня день рождения, поздравить с днем рождения. От всей души пожелать им здоровья, счастья, любви, тепла и уюта в доме. Хороших, добрых людей рядом и мирного неба над головой. А на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. С вами был Волоха. Всего доброго. До свидания.